В Сиане открылся первый в истории саммит с участием Китая и стран Центральной Азии. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в нем участвуют главы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Для чего проводится форум и каких результатов от него ждать? Обсудим с Романом Файншмидтом, старшим преподавателем Института общественных наук РАН-Хиггс. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Двухдневный саммит в Сиане. Первый крупный дипломатический форум, который КНР принимает у себя в этом году. И первая личная встреча глав 6 государств-участников за 31 год. То есть с момента установления Китаем дипломатических отношений со странами Центральной Азии. А на ваш взгляд, почему необходимость проведения вот такого саммита возникла именно сейчас? Да. Здесь можно две причины выявить. Первая причина, соответственно, это десятилетие инициативы «Один пояс, один путь», в рамках которого Центральная Азия у нас является, можно сказать, центральным же звеном. И, соответственно, успехи этого проекта как раз и будут обсуждаться в рамках саммита. Ну и второй аспект, который необходимо отметить, это, конечно же, значение Центральной Азии. Для Китая Китай заинтересован быть в Центральной Азии, присутствовать в Центральной Азии в качестве страны со своей сферой влияния, и поэтому не хочет отдавать другим международным акторам этот регион, таким как Европа и Соединенные Штаты. Напомню, что еще в феврале этого года Энтони Блинкен совершил турне именно по странам Центральноазиатского региона. И для Китая, конечно же, этот момент достаточно волнительный. Но вообще, когда говорят об организации любого мероприятия на азиатском континенте, будь то Ближний Восток, будь то Дальний Восток, все эксперты тут же начинают в каждом действии, начиная от места проведения, кончая там, кто в каком порядке вышел, видеть символы, значения, скрытые смыслы и так далее и тому подобное. Но в данном случае, когда говорят, что проходит в Сиане, то, что приходит в голову первое мне, это тоже не просто так, потому что именно в Сиане начинался тот самый Великий Шелковый путь, в честь которого и назван китайский проект, 10 лет которому исполняется в этом году. Да, в китайской политике очень много символизма, мы это постоянно можем увидеть. Опять-таки, Сиань выбран не случайно. Действительно, именно с этого города начинался Великий Шелковый путь. Именно оттуда, из Китая на Запад, у нас экспортировался хлопок, лакированные изделия, железная утварь и так далее. И, как ни странно, Великий Шелковый путь проходил по территории Центральной Азии. Следует вспомнить Самарканд и Какан. И сейчас Сиань как раз у нас также имеет очень весомое значение в рамках проекта «Один пояс, один путь». Он, соответственно, обеспечивает стабильность логистики и поставок в рамках данного пути. Ну и коль скоро мы говорим о символизме, а вот то, что переговоры Си Цзиньпина и глав 5 центральноазиатских государств заканчиваются в день, когда начинается Большая Семерка, открывается Большая Семерка, это тоже не случайно? Конечно, нет. Не следует забывать, что вот скоро в Хиросиме у нас пройдет саммит глав G7, в рамках которого как раз и будет обсуждаться противодействие китайской внешнеполитической, внешнеэкономической экспансии, прежде всего в рамках формата «Один пояс, один путь». А как я уже отметил ранее, именно успехи в рамках развития этой инициативы у нас будут рассматриваться и анализироваться в рамках саммита Китай-Центральная Азия. Ну, тогда позволю себе немножко экономических цифр. Вот по данным Министерства коммерции КНР, в прошлом году объем торговли со странами Центральной Азии достиг рекордного показателя 70,2 миллиарда долларов, а оборот завершенных там китайских инвестиционных проектов составил почти 64 миллиарда. И, как в январе говорил Си Цзиньпин, вот этот оборот инвестпроектов планируется довести до 70 миллиардов ежегодно. Вот этот саммит, на ваш взгляд, как может помочь обеспечению реализации вот таких планов? Здесь я бы рассматривал саммит как такую вершину политического айсберга, поскольку важно говорить о формате, в рамках которого этот саммит у нас проводится, а это формат Китай плюс Центральная Азия, или S плюс S5, который у нас, в принципе, носит многоуровневый и многовекторный характер.
Например, еще в апреле этого года прошли первые шестисторонние совещания глав профильных ведомств, связанных с внешнеэкономической активностью и с внешней торговлей. И плюс ко всему в рамках данного формата создаются специализированные многосторонние форматы и механизмы практического взаимодействия. Ну, например, форум торгово-экономического сотрудничества Китай-Центральная Азия. Соответственно, рассматривая активность и результативность этих форматов и механизмов, мы как раз можем увидеть и реализацию тех проектов, которые у нас рассматриваются и на саммите. Ну, то есть те экономисты и политологи, которые еще до начала саммита говорили, что, скорее всего, в его ходе или по его итогам Китай сделает странам Центральноазиатской пятерки некое комплексное предложение, они, в общем-то, правы. Да, можно предположить, что по результатам саммита мы увидим предложение институционализировать эти отношения с перспективой развития по отдельным секторальным направлениям и, соответственно, с четкой регламентацией, как будет развиваться сотрудничество. Например, с четкой периодизацией саммитов и как они непосредственно будут проводиться. То есть мы можем как раз увидеть систематизацию и углубление сотрудничества между непосредственно Китаем и Центральноазиатскими республиками. Ну, насколько я понимаю, для всех 5 глав центральноазиатских стран вот этот саммит, он совмещен еще и с государственными визитами в Китай. И раньше всех туда прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На проведенных накануне переговорах лидеры подписали более 20 соглашений. Но чаще всего говорят именно о том соглашении, в котором подписан безвизовый режим между КНР и Казахстаном. На ваш взгляд, вот этот режим, насколько важен для обеих сторон? Да, если быть более точным, 23 основополагающих документа, и среди которых, да, безвизовый режим у нас выделяется особенно, поскольку Китай не столь активен в реализации безвизовых форматов. Давайте возьмем хотя бы отношения между Россией и Китаем. Например, граждане России не могут просто так без визы посетить территорию Китайской Народной Республики. А вот граждане Казахстана теперь уже смогут. И это важно прежде всего в рамках развития коммерческих отношений. Например, представители казахских компаний могут легко приезжать к своим коллегам в Китай и, соответственно, обговаривать и заключать сделки. А во-вторых, конечно же, это развитие туристических потоков. Причем не только из Китая в Казахстан, к чему мы привыкли, но еще из Казахстана в Китай. Отдельно я бы как раз хотел отметить направление сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Вот, если посмотреть документы, которые будут подписаны в рамках саммита, можно увидеть, что очень много вопросов касается стандартизации так называемых нетарифных ограничений, например, фитосанитарного контроля, регламентов фитосанитарного контроля. И как раз можно говорить о том, что казахская продукция получает упрощенный вход на китайский рынок. Я бы даже сказал, что Китай начинает открываться, но открывается он в сторону центральноазиатских республик, с которыми ему комфортно сотрудничать, и которые, как он понимает, будут способствовать стабилизации на внешних фронтирах КНР и, соответственно, стабилизации отдельных частей Китая, в рамках которых есть определенные сложности. И Казахстан здесь у нас находится в авангарде, поскольку это одна из самых развитых частей центральноазиатского мира. Соответственно, именно на ней у нас апробируется подобный процесс открытия Китая вовне. Угу. Ну, с этой точки зрения еще логичным будет тогда вопрос. Да, конечно, это саммит Китай-Центральная Азия, но какое значение он будет иметь для России? Да, здесь есть определенные опасения
от некоторых экспертов, что это попытка Китая заявить о своем лидерстве. Здесь я все-таки отмечу, что Китай заинтересован в том, чтобы обеспечить стабильность на этой территории и рассматривает эту территорию как зону своего влияния, но при этом это не следует рассматривать как противоречие российским интересам. Россия также заинтересована в том, чтобы в рамках Центральной Азии имели место проекты по экономическому развитию, экономическому сотрудничеству между Китаем и основными игроками региона. И плюс ко всему отдельные игроки, внешние игроки, имели меньше возможности быть представлены в этом регионе. Прежде всего, я говорю о странах Европы и Соединенных Штатах, которые также имеют свои интересы в Центральной Азии. Понятно. Спасибо. Спасибо вам большое. С нами на связи был старший преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Роман Файншмидт.